Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 2 марта. Поехали! Несколько районов города Джепар, центральная Ява, Индонезия, пострадали от прохождения торнадо. По информации СМИ, в результате буйства стихии частично или полностью было разрушено около 50 домов. В основном разрушения коснулись крыш зданий, частично разрушив их, но некоторым досталось куда больше, их дома практически полностью были разрушены. Как сообщают местные жители, торнадо обрушился на их регион после обеда и буйствовал около 15 минут, а затем растворился в воздухе. Жертв и пострадавших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. Коммунальные службы и спасатели занимаются расчисткой улиц, оказывают помощь местным жителям. Пострадавшим жителям, чьи дома были практически полностью разрушены, предоставили временное жилье. Ранее, 28 февраля, торнадо в деревне Тедунан, которое произошло в 4 часа утра по местному времени, разрушило 144 дома. 3 человека погибли и более 10 получили травмы различной степени тяжести. Землетрясение с магнитудой 5,3 произошло в мексиканском штате Оахака в 12 часов 15 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 48 километров. Эпицентр находился в 2 километрах от города Сан-Кристобаль-Аматлан и в 90 километрах от Оахаки. Подземные толчки ощущались в ряде районов страны. Примерно через 3 минуты после основного толчка произошла серия авторшоков с максимальной магнитудой 2,5. А французские агентства, сообщающие о том же землетрясении, зафиксировали магнитуду 5,4. Пока не поступали сообщения об разрушениях инфраструктуры, а также нет сведений о погибших или пострадавших. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений. Проливные дожди в городе Памекасан, которые не прекращаются уже несколько дней, вызвали разлив реки Клоанг. В настоящее время затоплены 9 районов города, при этом уровень паводка превышает 1 метр. Движение транспорта заблокировано. Эвакуация местных жителей, а также доставка провизии производится пожарными и спасателями на лодках. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями регенства Памекасан зафиксировало, что общее количество жителей, пострадавших от наводнения, превышает 6000 человек. По последней информации, 3 человека пропали без вести. Поиски пропавших продолжаются со вчерашнего вечера. По прогнозам метеорологов, до пятницы ливневых осадков в этом регионе не ожидается. И это хорошая новость. Ухудшения данной ситуации ждать не приходится. Весенний снегопад обрушился на несколько городов Болгарии. Ситуация на территории муниципалитета Асиновград довольно напряженная. Часть дорог заблокированы для движения транспорта, при этом снегопад продолжается. В балканской части области выпал сильный снежный покров высотой более 30 сантиметров, и он постоянно увеличивается. Коммунальщики как могут стараются расчистить основные дороги. Сообщений об авариях на дорогах или пострадавших не поступало, но несколько районов остаются без света. Из-за налипания мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи. Кроме того, просто из-за больших сугробов невозможно проехать в отдаленные населенные пункты. Власти призывают людей избегать поездок на личном автотранспорте, чтобы не создавать заторов на дорогах и не мешать работе снегоуборочной техники. По прогнозам синоптиков, уже завтра снег должен прекратиться. В ночь на 2 марта на штат Сан-Паулу в Бразилии обрушились сильные ливни. По сообщениям местных СМИ, за 6 часов выпало 80 мм осадков. Этого количества хватило, чтобы несколько районов одноименного города Сан-Паулу были локально затоплены. Сила потоков воды была настолько сильной, что по некоторым улицам она сносила автомобили. Высота паводка варьировалась от 20 см до 50 см. Дождь был довольно интенсивным, за короткий промежуток времени стал причиной затопления зданий и магазинов. В нескольких районах города было блокировано движение транспорта. Ближе к 8 часам утра по местному времени дождь практически полностью прекратился, а вот ветер усилился и его порывы составили 25 метров в секунду. Ветер такой силы стал причиной сорванных крыш и поваленных деревьев. При этом видимость в некоторых районах упала до 100 метров.
Власти предупреждают местных жителей по возможности воздержаться сегодня от перемещения по городу, так как на сегодня прогнозируются шквалы с порывами ветра 28 метров в секунду, а также не исключаются ливневые осадки. Австралия продолжает бороться с масштабными наводнениями. На данный момент уже эвакуировано 40 тысяч человек. Спасательные операции продолжаются, но сообщений с просьбами о помощи в 6 раз больше, отмечают власти. Масштабное наводнение началось на прошлой неделе из-за продолжительных дождей. На сегодня известно о гибели 15 человек. В пригородах Брисбена в воде оказалось более 2000 домов и 2300 предприятий. По словам официальных лиц, уровень воды в реке Брисбен достиг пиковой отметки в 3 метра 85 сантиметров. А это всего на 60 сантиметров ниже уровня во время масштабного наводнения в 2011 году. В Лисморе уровень паводка превысил отметку в 4 метра. Это рекордное наводнение, которое когда-либо было зарегистрировано в этом регионе. Хорошая новость в том, что в некоторых районах вода начала постепенно отступать, но не так быстро, как хотелось бы. Сильные паводки нанесли серьезный урон и городской инфраструктуре. Так, из-за критического уровня воды в городе была нарушена работа линий электропередач, в результате чего без электричества остались тысячи жителей. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько дней ситуация существенно не улучшится. Вода не опустится, а это означает, что опасность наводнения в округе будет сохраняться. Напряженная ситуация остается в чилийском городе Вальпараисо. Власти предупредили о серьезной угрозе возгорания домов в районах Пенка и Томи. Национальная лесная корпорация правительства Чили сообщила, что в результате лесных пожаров, возникших в районе Вальпараисо, сгорело в общей сложности 350 гектаров. В этом регионе объявлен красный уровень опасности. В тушении пожара принимают участие 22 бригады пожарных и 4 самолета, 5 вертолетов и более 150 волонтеров. В отчетах властей подробно говорится, что тлеющие угли с дымовой завесой, которые видны на расстоянии 30 километров, угрожают пересечь шоссе 66 и затронуть электрическую подстанцию шоссе и подвергнуть риску населения. Местные власти призвали жителей, которые находятся в зоне риска, как можно скорее покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы. Стоит отметить, что в 2014 году Вальпараисо пережил крупнейший городской пожар в истории Чили, который начался в вышеупомянутой территории. Тогда сгорело более 20 тысяч гектар леса, 250 домов и погибло 35 человек. Сильнейшее наводнение заставило тысячи семей эвакуироваться из своих домов в Малайзии после нескольких дней проливных дождей. Наводнения также были зафиксированы в нескольких провинциях соседнего Южного Таиланда, где, по данным властей, пострадали около 60 тысяч человек. В городе Куала-Теренгану за 48 часов выпало более 400 мм осадков. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщило, что около 6 тысяч семей эвакуировались из своих домов и переехали в 220 центров эвакуации в 15 районах штатов Келантан и Теренгану. Метеослужба Малайзии предупредила, что суровые погодные условия, включая проливные дожди, сильный ветер и бурное море, вероятно продолжат оказывать влияние на полуостровную Малайзию, а также на некоторые части острова Борнео. За сутки на Земле произошло 101 землетрясение с магнитудой от 2,0 до 5,8. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 12 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Верзаска – самая прозрачная река в мире. Верзаска – это 30-километровая горная река, которая находится в одноименной долине италоязычной части Швейцарии – Тичино. Свое начало она берет на вершине горы высотой 2864 метра, а затем ее путь лежит на юг через живописные долины, где река впадает в Маджоре – горное озеро между Швейцарией и Италией. Река Верзаска славится своими кристально чистыми бирюзовыми водами и красочными разноцветными камнями, усыпающими ее дно. Весь путь, который она проделает от истока до слияния с озером, украшен растительностью с каштановыми лесами и виноградниками, что привлекает в это место бесконечные потоки туристов, любителей подводного плавания и ценителей истинной красоты природы.
Купаться в реке запрещено, вода в ней просто ледяная. Но несмотря на опасность, многие смельчаки окунаются в ее чистые, но безжалостно холодные воды. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.